по поводу кнопок управления, которые находятся у нас под блоком климата. Начнем с этой кнопки. Система курсовой устойчивости осуществляет контроль за движением автомобиля при его спуске, снижая скорость и тем самым обеспечивая безопасность движения. Включение системы HDC осуществляется нажатием клавиши. У нас загорается зеленый индикатор. При этом скорость автомобиля должна быть менее 35 км в час. Без всякого вмешательства со стороны водителя автомобиль на спуске замедляется и начинает двигаться со скоростью около 8 км в час. Эту скорость можно регулировать в диапазоне от 5 км в час до 25 км в час, нажимая на педаль тормоза или газа. На скорости свыше 60 км в час система HDC автоматически отключается и гаснет ее индикатор. Повторное включение системы осуществляется нажатием клавиши. Система отключается также после включения зажигания. На автомобилях, оснащенных ручной коробкой передач, систему необходимо включать только на первой передаче и передаче заднего хода. На более высоких передачах снижается эффективность торможения двигателем. На автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач, систему можно включать в любой ситуации. Сейчас у нас система активна. Для того, чтобы принудительно отключить систему, необходимо нажать и удерживать кнопку. Индикатор у нас погас, система выключилась. Если индикатор гаснет в режиме работы или не загорается при нажатии клавиши и загорается индикатор системы ABS, DSC или X-Drive, система HDC временно пользоваться нельзя из-за возможного перегрева тормозов. Следующая клавиша у нас система динамического контроля устойчивости. Система динамического контроля устойчивости поддерживает устойчивость автомобиля на должном уровне даже в критических ситуациях и готова к работе сразу после запуска двигателя. При начале движения и ускорении система повышает устойчивость автомобиля. Она также обнаруживает критические ситуации, так же как недостаточная или избыточная поворачиваемость и снижение мощности двигателя и тормозящим воздействием на отдельные колеса. Придает автомобилю курсовую устойчивость в пределах физических границ. Индикатор системы DSC при пуске двигателя загорается и почти сразу гаснет. Мигание индикатора системы DSC говорит о том, что система активизирована и находится в режиме регулирования крутящего момента двигателя и давления в приводе тормозов. Система может быть выключена нажатием клавиши. При этом индикатор горит постоянно и система DSC не оказывает стабилизирующего воздействия на автомобиль, но сохраняется воздействие на тормозной механизм остальных систем. Кратковременное отключение системы DSC может оказаться целесообразной в следующих нестандартных ситуациях. При выезде в раскачку из глубокого снега или рыхлого грунта, при движении по песчаной дороге, при движении по дороге с глубокой колеей, при движении по глубокой грязи, при движении с цепями противоскольжения. Воздействие на тормозной механизм при включенной системе может оказаться дополнительной нагрузкой для него. Для предотвращения перегрева тормозных дисков возможно кратковременное автоматическое отключение тормозящего воздействия. Для поддержания устойчивости автомобиля на должном уровне не рекомендуется отключать систему DSC. Для включения системы DSC необходимо снова нажать на кнопку. Следующая кнопка на панели у нас открытие багажника. Нажимаем на кнопку. Следующая кнопка на панели приборов у нас активация и отключение парковочной системы. Для того, чтобы активировать парковочную систему, необходимо однократно нажать на кнопку. У нас загорается зеленый индикатор, и парковочная система дает нам знать, что сзади препятствие. Для того, чтобы отключить парковочную систему, кратковременно нажимаем на эту кнопку. Зеленый индикатор гаснет, парковочная система неактивна. Следующая клавиша отвечает за систему контроля давления в шинах. Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя, и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW.
у меня колеса в 20 размере. Передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру, и сравнить их с табличным значением, и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. Отпустить клавишу. Спустя несколько минут после начала движения система запомнит показания давления в шинах и примет его за программное значение. Если проведена корректировка давления в шинах, то необходимо повторить процедуру его запоминания системой, а так система включается автоматически при установке ключа зажигания в положение 2, и система в процессе движения всегда находится в рабочем состоянии. При падении давления в одной или нескольких шинах загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Проверить давление в шинах». Иногда требование проверить давление появляется уже вскоре после того, как оно было откорректировано. Это означает, что при корректировке давления шины были перекачаны или недокачаны. Необходимо проверить давление еще раз, довести его до нормы и снова включить систему. Нажатием на кнопку. При повреждении шины загорается желтый индикатор на панели приборов. Появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Повреждение шины» и раздается звуковой сигнал. При таких обстоятельствах необходимо убрать ногу с педали. Если позволяет дорожная обстановка, не пользоваться педалью тормоза вообще или пользоваться крайне осторожно. Припарковать автомобиль, избегая резких движений рулевым колесом. Заменить поврежденное колесо. Важно помнить, что система может использовать помехи от других систем и приборов, работающих на ее частоте. Во время помех загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Контроль давления в шинах отсутствует». Аналогичная информация поступает при неполадках в системе, если в одном из колес нет блока системы RDC, если в автомобиле находятся другие колеса с блоком управления RDC, не считая запасного колеса. После применения на колесах нестандартных блоков системы RDC обмен информацией на другой частоте. Запоминание новых идентификационных номеров длится несколько минут. Только после этого система способна реагировать на падение давления в шинах и оповещать о нем. На панели приборов у нас остается кнопка подогрева сидений. Активировать кнопку можно нажатием. Сразу у нас загорается 3 лампы. Путем нажатия на кнопку мы можем выбрать последующие режимы и вовсе выключить. Еще раз активируем. Если нам необходимо быстро выключить подогрев сидений, нажимаем и удерживаем клавишу. Индикаторы потухли. Подогрев сидений выключен. Надеюсь, видео будет полезным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.